Привет. Вы наверняка слышали, что рейд нулевой– это технология повышенного риска. Учебники говорят нам, никогда не используйте страйпинг без избыточности в реальных задачах. Но вот в чем ирония. Прямо сейчас вы, скорее всего, держите в руках систему на базе рейд нулевого. Она в вашем смартфоне, в ноутбуке и даже в папках памяти для компьютера. Сегодня мы проанализируем архитектурную подмену понятий. Я покажу, почему ваш обычный SSD это на самом деле сложная SHD с RAID нулевым в миниатюре. И почему физика процесса, которая прощает ошибки вашему телефону, критически влияет на архитектурную надежность ваших серверных массивов. Разберемся с архитектурой, которая от нас прячет. Поехали. Коротко напомню для тех, кто позабыл теорию. RAID нулевой уже страйпинг. Как это работает? Контроллер берет ваш файл, нарезает его на блоки и записывает их на 2 и более дисков одновременно. Плюс здесь один, но жирный, производительность. Скорость записи и чтения суммируется. 2 диска работают почти в 2 раза быстрее, чем один. При этом вы используете 100% объема всех накопителей. Но есть и критический минус. Никакой избыточности. Если в массиве из 2 дисков выходит из строя хотя бы один, вы теряете все. Математически надежность системы падает в 2 раза. Так точек отказа становится тоже 2. Именно поэтому в серверных решениях RAID нулевой считается недопустимым архитектурным решением. Но как мы сейчас увидим, в бытовой электронике на этот риск идут сознательно. Начнем с базы. Посмотрите на архитектуру современного ПК, смартфона и так далее. Когда вы ставите 2 планки памяти, процессор задействует у контроллера памяти второй канал. Это классический RAID нулевой в кремнии. Данные не стоят в очереди к одной плашке. Они параллельно разлетаются по 2 каналам. Мы привыкли называть это Dual Channel, но по факту это страйпинг для повышения пропускной способности. Именно здесь закладывается фундамент скорости всей системы. Внутри SSD все еще интереснее. Почему SSD такой быстрый? Потому что контроллер пишет данные одновременно в несколько каналов к разным кристаллам NAND. Без внутренней логики контроллера и системы коррекции ошибок это был бы быстрый путь потери данных. Для USB чипа памяти все пропало. Это RAID нулевой в чистом виде. И тут кроются секреты, которые молчат. Скорость SSD напрямую зависит от количества чипов памяти. Представьте, один кристалл NAND сам по себе не так уж и быстро. Но когда их 4 или 8, и контроллер пишет на них параллельно, скорость суммируется. Не путайте количество кристаллов и чипов NAND. Производитель в один чип памяти может упаковать от 2 до 16 кристаллов. Именно поэтому на SSD на 1 или 2 терабайта почти всегда быстрее, чем такой же на 256 гигабайт. В маленьком диске просто меньше чипов, вернее кристаллов, и меньше дорог, по которым могут идти данные. Если вам нужна честная скорость за пределами кэша, берите объем памяти больше. Там больше параллелизма. Но скорость это не единственное, что SSD задействует SHD. Вторая важная часть это отказоустойчивость. Для SHD-шников HotSpare это физический диск, который стоит в полке, ждет своего часа. В SSD эта концепция реализована на уровне ячеек и называется Overprovision. Когда вы покупаете диск, скажем, на 1 терабайт, на самом деле физической памяти там больше. Чем больше емкости, обычно от 7 до 20%, тем больше запаса. И она скрыта от операционной системы. Это и есть ваш золотой фонд или HotSpare. Контроллер использует эту область как ремонтную зону. В NAND-памяти постоянно происходят локальные инциденты деградации ячеек. Ячейки изнашиваются и перестают держать заряд. Как только контроллер фиксирует дефектный блок, он делает то же самое, что и админ в серверной. Он прозрачно для системы выходит дефектный блок из эксплуатации и подставляет на его место свежий из области Over Provision. Этот процесс называется Bad Block Management.
По сути, ваш SSD делает непрерывный микроребилд своего внутреннего RAID-массива. Пока весь запас в области UEFI Provision, диск живет. Как только резерв заканчивается, диск переходит в режим преотложенный или переходит в статус полного отказа. Итого SSD имеет контроллер, кэш, диск, объединенный в RAID нулевой, а также hot spare диск. TSHD в миниатюре. Теперь о надежности. Жесткий диск — это чудо инженерной мысли, сравнимое со швейцарским хронографом, невероятная точность механики. Но в современном мире механика проигрывает электронику, как механические часы проиграли дешевому кварцу. Жесткие диски очень чувствительны. Вибрация, температура, положение в пространстве. Все это влияет на износ. А расчетная надежность на них до тех пор считают в часах наработки, независимо от того, были циклы чтения или записи. У чипов NAND другие правила. Они более лояльны к среде работы, но у них есть четкий лимит — циклы перезаписи. Это как проезд на 10 поездок. Если у вас он лежит в кармане, у вас не списывают поездки. В режиме чтения или простой SSD фактически не градирует. Именно эта предсказуемость дает вам право на RAID нулевой внутри корпуса SSD. Мы можем с высокой точностью прогнозировать исчерпание ресурса накопителя через параметр ТБВ. Мы исключаем неопределенность, когда сломается механика. Мы просто видим остаток ресурсов в процент. Это делает RAID нулевой внутри SSD архитектурно обоснованным решением, в отличие от серверов на старых добрых блинах. Мы просто научились проявлять сложные архитектурные решения в маленьких корпусах бытовых устройств. RAID нулевой дает нам скорость, которой мы восхищаемся, но за надежность в больших системах всегда приходится платить другими методами. В следующий раз мы выберемся из корпуса SSD и разберем классику, которая кормит нас с северных. RAID 1, RAID 5, 6, эти самые десятки. Я покажу на примере, где они реально нужны, а где они просто лишняя трата бюджета. Здесь мы разбираем железо без излишнего рекламного шума. До связи.